Здравствуйте, в эфире программа «Трибуна», в студии Владимир Нестеров. И сегодня у нас в гостях Степан Кирейчук, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному управлению и делам Севера, сенатор от Тюменской области. Степан Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот знаю, что вы большой специалист в области железных дорог, и вам приходилось работать с людьми, выходцами из Кавказа, в частности с Гейдаром Алиевым. Расскажите вот о ваших впечатлениях, как работалось? Вы знаете, я древний, конечно, но не настолько, чтобы работать с самим Алиевым. Вот. Я работал совсем молодым парнем, где-то в возрасте 30 лет, когда Алиев был назначен куратором от Политбюро над железными дорогами. Вот. Участвовал, принимал участие, слушал его селекторные совещания, которые он проводил один раз в месяц. Вот. Ставил перед нами задачи. Мы скептически относились к этому назначению. Вот. Я и до сих пор очень сильно переживаю, когда слышу, что министра назначают совсем другой специальности. В сельское хозяйство, врача. Вот. Как-то я это не понимаю. Точно так же я относился и к назначению его кураторством. Но первые же его решения, первые же его действия развеяли все тени сомнения. Это был очень великий государственный человек, который свои знания и свои возможности как члена Политбюро, как руководителя, одного из руководителей Большого Советского Союза, мог, знаете, как-то направить на развитие железнодорожного транспорта и на решение железнодорожным транспортом общесоюзных задач. Ведь посмотрите, сколько машин сейчас на дорогах. А почему? Что только не придумаем. И быстрее доедем, и прямо от склада до склада, и от ворот до ворот, и так далее, и тому подобное. Можно подумать, что на железной дороге возили не от ворот до ворот. Можно подумать, что кто-то закрыл эти пакгаузы. Можно подумать, что не было товарных станций. Да все было. И железные дороги были очень приемлемы для перевозки грузов. Понимаете, на какой высоте? Там Политбюро этими вопросами занимались. Сейчас тарифы таковы, что предпочитают, у нас с Казахстана наш Тюменский аккумуляторный завод возит свинец машинами. Я ему говорю, ты что делаешь-то? Закажи вагон один раз в месяц, тебе привезут и так далее. Он говорит, не могу. Как не могу? Я железнодорожник, я тебе помогу. И начинаю помогать. Помогу. Но я же не могу быть куратором этого вагона для все время, но постоянно, завода, да. Конечно. Вот, а система не работает. Там этому надо писать. Это какая-то компания, это какая-то компания. Что только не натворили. Так вот, Гейдар Алиев был у нас, знаете, таким, что ли, аккумулятором, который заряжал нас всех на общегосударственные дела. И до сих пор как бы спасибо, что вы вспомнили. Вот я вижу этого человека, и я понимаю, что надо читать, как он работает. Я понимаю, что надо рассказывать о том, как он работал. Ибо сегодня это его жизнь, учебник, как надо управлять в великой стране. Вот, совсем недавно у нас в гостях был Арнольд Тулоханов, и ваш коллега, он предложил в эфире нашего телеканала и на нашей радиостанции поставить в Бурятии памятник Гейдару Алиеву, как человеку, курирующему строительство БАМа. Вот, бюст или памятную доску на одной из станций, которую строила азербайджанская диаспора. И говорил о том, что это как пример того, не азербайджанская диаспора, прошу прощения, а строители азербайджанцы, грубо говоря. Это же была всесоюзная стройка. Да. Одну стройку строили армяне, одну азербайджанцы, одну грузины и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И предложил вспоминать как можно больше хорошего про те времена, то, что нас объединяло, для того, чтобы вот это хорошее, оно как бы способствовало современным международным отношениям, ведь не секрет, это Союз распался на независимое государство. Да.
Как вы относитесь к этой Я к инициативе? этому очень хорошо отношусь. Я думаю, что найдется много территорий, которые назовут достойных выходцев с того же Кавказа, которые очень большой след оставили на той или другой территории Большого Советского Союза. У нас, ну я не знаю, ну сыновья мои знают, вот, такие возраста люди, как я, и они все знают Салманова. Это тот геолог, который у нас занимался западносибирской нефтью. Это выходец из Баку, он молодым парнем туда был отправлен, вот, и работал. То есть мы чтим его память, у нас есть все, что как бы это необходимо в этом отношении. Я согласен с моим коллегой о том, что вспоминать, ну понимаете, как тут, если я об этом говорю, это получается, как бы, знаете, вот такое вот, что в наше время и воробьи чирикали получше. Вот, то есть, как бы вот, чтобы так не подумали. Вот, мы не укоряем тех, кто сегодня вершит большие или малые, хорошие, добрые дела. Вот, мы просто говорим о том, что не все надо по новой все время открывать. Я иногда слышу отдельных деятелей, так для них вот какое-то вот событие, ой-ой-ой, да это все проходили, все это было. И, конечно, надо почаще говорить об истории. Истории не только вот в отношении, кажется, неплохо проповедуется история наших побед, история наших завоеваний, история нашей культуры, но вот история наших промышленных, индустриальных, Трудовых побед. Она действительно где-то на втором плане. Молодец мой коллега, я поддерживаю его предложение. Вот. А это, знаете, открытие памятника, это сбор средств, это какое-то люди Культурные узнают, мероприятия, читают, опять же, где-то кто-то что-то напишет. Это все, действительно, это все движет. Это нас объединяет. И мне нравится такое предложение, его поддерживаю.